Ледники Центральной Азии важны для региона, так как являются накопителем пресной воды, и в летние периоды они нас обеспечивают поливной питьевой водой. Ледники – это замороженная вода, такая, да, если просто говорить. И это то, что мы должны беречь, каждый из нас, и очень осторожно относиться к тем дарам природы, которые у нас есть. Когда я сам впервые увидел этот ледник, увидел эту картину, я был на самом деле очень сильно поражен, потому что ничего подобного я не видел. В последнее время очень активные темпы деградации оледенения, особенно по северному Тяньшаню. Получается, по Залийскому Алатау с 1958 года по 1924 ледники сократились на 49% по площади. Это 49% от того баланса, который был в нем заложен, то есть который был изначально, когда начали изучать. Изначально был выбран ледник Центральный Туиксу в Малом Алматинском ущелье, и его начали изучать в связи с его легкой доступностью. И данные, полученные из Туиксу, их можно интерпретировать, наверное, как правильно сказать, на другие ледники, аналогичные в нашем регионе, и по нему можно увидеть степень деградации по северному Тяньшаню. Ледник Богданович также отступает активно, как и все ледники Залийского Алатау. На сегодняшний день это популярное место. Да, люди ходят очень много. Ходят не на сам ледник, а ходят в термокарстовые пещеры, чтобы, наверное, так, увидеть это воочию. То есть когда-то это, получается, была единая часть ледника Богдановича, и сейчас по мере отступления остаются вот эти сильно замарененные части, которые так активно не тают, получается. То есть вот как раз и образуются здесь вот эти пещеры. В принципе, можно показать наглядно, как он поменялся. Есть данные, сравнительные данные, усредненно с 1915 года по, давайте возьмем по 2010 год. Многие даже не задумываются, что это когда-то являлось большой частью ледника, то есть что это вообще был большой ледник, который очень сильно потерял массу, площадь, настолько сильно отступил, что это казалось бы, просто незначительное повышение температуры, да, общемировые, доказанные, которые так сильно повлияли на то, что ледник так сильно будет отступать, как яркий индикатор. Так, конечно, не хватает осведомленности, что все-таки вот он ледник, который был. То есть люди не могут представить себе общей картины, сколько было потеряно льда, пресной, то есть в виде пресной воды, которая просто утекла, можно сказать, не вся, используясь, как сказать, по назначению, да, Так как я являюсь гидом, я очень часто ввожу сюда группы в зимний период. И сам на протяжении уже 4 лет могу воочию наблюдать изменения в размерах ледника. И зачастую я своим туристам, по крайней мере, пытаюсь привить любовь не только к красивым картинкам, но и к истории и информации о тех местах, которые они посещают. Мне кажется, было бы классно, что люди больше интересовались историей, больше интересовались бы проблемами экологии, глобального потепления, потому что это очень важно, это затрагивает всех нас, всех без исключения. Несмотря на то, что мы, приходя сюда, видим большое количество льда, это огромные эти глыбы, но при всем при этом мы понимаем, что с каждым годом их становится все меньше и меньше. В региональном офисе ЮНЕСКО мы как раз занимаемся уникальным проектом, который нацелен на сохранение ледников в Центральной Азии. Проект по криосфере, который поддержан ГЭФ, ПРООН и ЮНЕСКО, это региональный проект, который объединяет все страны Центральной Азии.
В этом проекте есть много компонентов, которые нацелены на разные активности, связанные с криосферой, с изучением ледников, с поддержкой мониторинговых систем, созданием новых сценариев по изменению климата. Мы стараемся повысить осведомленность лиц, принимающих решения о проблемах криосферы. Это очень важный аспект, который поможет нашим государствам выстроить правильную политику, правильные стратегии для дальнейшего развития. Мы также нацелены на увеличение знаний простого населения о вопросах криосферы, чтобы люди знали, что такое ледники, чтобы они понимали, как они образуются, какие проблемы могут быть связаны с потерей ледников у нас в регионе, какие опасности могут они в себе таить. Мне кажется, было бы классно, если бы мы стали более неравнодушными к природе. Потому что мы не можем только брать и не отдавать взамен ничего.